А вот в таком шуме начинается следующий мой второй день. Я в Пскове. Мопед завелся, аккумулятор заработал, вещи перекомбинировал. Теперь у меня в центральном кофре полегче. Короче, цепь смазал, резинки, прокладки на уши, крепления кофров сделал. В Пскове вот такая вот пробка около гостиницы. Тут асфальт кладут. Я скажу, довольно-таки быстро эта штука едет. То есть такое чувство, как будто его, ну реально, вот за день скласть ему. То есть реально, ну как быстро едет. У нас, блин, всегда чуть тянется в Беларуси. А тут прям и готово. То есть они за час вот положили вот от перекрестка вот до сюда. Класс. В общем, еду, надо положить бабки на телефон. И можно выдвигаться. Сегодня ветрено, но как-то так. Псков днем совсем другой город. Короче, вчера ходил, ну, короче, вообще сейчас как будто, как это, знаете, в тумане, как будто пьяный был, когда этот город обошел. И сейчас такой вспоминаю, ой, здесь я был, и здесь я был. Ну, как-то так. Денежки положил, все, теперь я могу ехать, просто ехать спокойно и не торопясь. Ну, а вот я на привале, где-то километров 100 от Пскова в сторону Питера. Вот что-то хотел сделать, вот остановился же и забыл, что хотел сделать, но слава богу вспомнил. Такая вот тут парковочка, такая дорожка. Короче, всем рекомендую, если промокли ноги, непромокаемые носки, то есть если промокли боты. То есть боты абсолютно, как сказать-то, мокрые, но из-за термоносков, непромокаемых носков, очень хорошо себя чувствую. Такая тут красота, то есть ноги как будто в сухом, но как бы чуть-чуть парится. Сейчас попробую, вспомнить, что хотел сделать, как-то открою замок, чтобы хоть чуть-чуть продувало ногу. Вот такой вот мой баджач. Чувствует себя отлично, но вроде как я цепь угандошил. Типа я ее перетянул, точнее я ее натянул под небольшой вес, а поехал-то я вот с большим весом. И, короче, она оказалась перетянута. И, скорее всего, где-то на какой-то кочке я как-то, она как-то, знаете, колесо рычагом хоп сдернулось. Теперь цепь у меня делает вук-вук-вук-вук-вук-вук-вук-вук всю дорогу. Посмотрел на тяг, как бы в норме. Но, скорее всего, даже он маленький, но я его не стал трогать. Как там маслко? Ух ты ж, ё-моё, какое черное масло. Твою ж мать. Охренеть. Охренеть. Какое черное масло. Мама дорогая. Ё-моё. Эти пальцы просто еще не хочу трогать. Капец. Просто капец. Какое масло черное. Да, не зря я с собой вон тащу масло под замену. Это что такое? Что, протекло? Блять. Ё-моё, походу продавило канистру или протекла. Сейчас буду разбираться. Короче, посмотрел, вот эти две канистры, вот эти мои банки с маслом текут по шву просто. Справа чуть больше течет. Блин, целые лужины. Слева чуть меньше, но оно вроде вытекает так. Как-то я не знаю, но как-то от вибрации, то ли что, как-то по шву течет. Может, что я банку погнул, там давление чуть больше дал. Еще одна беда, у меня протек термос, и где-то 250 грамм кипятка вылилось в кофр прямо на мою камеру, на GoPro-шечку, которую я еще даже ни разу не доставал. Достану уже там в Карелии, в горах, там поснимаю, там поинтереснее. А здесь просто, здесь просто нечего снимать. Просто дорога и асфальт, и лес, кусты, все. Больше ничего. Ну шо? Не, масло я переливать не буду, оно еще, в принципе, походит. То есть, оно там, оно не вытечет полностью. Вот. Ну что, надо ехать дальше, а то здесь уже дождик начался. А у меня снова небольшой привал, был дождик. Я опять весь промокший. Вон такое там Ленинградское шоссе. Надо чуть прогуляться, потому что ветрено.
Блин, вот купил же микрофон для айфона отдельный, типа шумодавом. И не взял его. Потому что решил, типа, не буду я им даже заниматься. А сейчас вот хожу, думаю, что, может быть, было бы неплохо и взять. Ой. Короче, ехал за какой-то фурой, блин, километров 80 подряд, а она едет только 70. Как мне это надоело. Поэтому остановился и теперь гуляю. Красота. Дорога сделанная такая. Ну, лет 10 назад, но видно, что сделанное, широкое, удобное Ленинградское шоссе. Погодка что надо. У меня ремонт дорог. Вот так вот стоим под Питером. Прям хорошо едешь. Хорошо. Причем как-то он так резко начался. Ну, даже хорошо, что я стою. Что не надо ехать с такой погодой. Ну все, сейчас штаны промокнут точно. Так-то я в дождевике. Так. А штаны зачем надеть? Ладно, все, скрываем камеру, а то сейчас статистика воды. Так, а я тут перекусил. Чуть опять под дождь не попал. Здесь вот хачапурики. Это мой мопед, надо все быстро ехать, потому что сейчас дождь пойдет и вообще. Он стоит 450 рублей. Да, довольно-таки быстро идет. Ё-моё, надо прям уже стартовать. Все, времени нет, я погнал. А это я решил чуть съехать с пути, посмотреть на эти каналы. Это, короче, Староладожский канал. Прорыв хрен знает когда, и, как видно, уже давно не используется абсолютно. Сейчас поеду посмотрю на Новоладожский канал. Он буквально в 100 метрах, если его найду. Вот и Новоладожский канал. Нашел местечко чуть повыше. Вот она, Ладога, прям вода прям вверх поднимается. Вот это на горизонте, это не лес, это Ладога. И вода прямо до горизонта. Прямо до горизонта, в самый горизонт уходит. Красота. А тут получается такая вот коса, косоватая, которая туда уходит. Ниже. Сейчас спустимся, посмотрим, что здесь. Вот где тут лодки. Всякие шланги прокинуты. Видимо, насосные. Насосами качают. Так, тут, конечно, опасно. Не, дальше я не пойду. Как-то тут. Ну да, проложены шланжики. Только непонятно, это спускает воду или подкачивает. Вот так вот здесь. Красота. Река Сясь. К сожалению, я проехал реку Волхов, не остановился. Блин, вот эта вот спешка вот постоянная. Вот куда я тороплюсь? Что, не мог на 5 минут на Волхове остановиться? Ну ладно, хоть на Сясе остановился. Тут, правда, вот туча идет, я от нее все убегаю. То есть я тут буквально на 2-3 минутки. Это какая-то, короче, бетонная баржа затопленная. То есть реально это бетонный корабль. Вот такая вот тут река Сясь. А там, видимо, до горизонта Ладожское озеро. Прикольная штука тут затопленная. Реально вот какая-то труба. Там помещения всякие. Ё-моё. Что там? Тут даже железо можно набрать. Вон какие-то эти. Ну, вода чистая, помещение. Река Сясь. Вот там персик, фонарики. Красота. Живут же люди. Все, вот чисто бетонная стена. Из армированного бетона. И эта штука раньше плавала, что ли? Охренеть. Охренеть. Ну что, интересно.
Интересно, интересно. Блин, к сожалению, буквально на пару минут. Потому что дождь. Фигачит. Скоро будет. Вот прям вот в спину дует. А река Сясь. Классная штука. Ладно, погнал я дальше. Не торопиться. Следующая река большая, Паша. Большущая речушка, и опять еду от грозы. Поэтому тоже буквально на пару минут. Ну а так, в принципе, норм. Вот это да, какой номер? 2000 рублей. Отличный номер. Ладейное поле. Гостиница. Забыл, как называется, но чуть позже назову. Петровская. Да, Петровская. Ну так, как-то. Короче, как я говорил, у меня по дороге произошла авария. Вытекла половину термоса кипятка. Я думал, оно чисто так все смочило слегка. Оказывается, оно прям все мои провода позаливало. Просто все. Пришлось все достать. Здесь, ну это, ладно, что был в пакетике винчестер целый. Это просто мокрые зарядки. Не просто сырые. Полежат пару часиков, отсохнут. Там воду все выбрал. А вот теперь я сушу все свои вот эти вот переходники. Фотоаппарат, колонку, чехол. Ну, надеюсь, что все хорошо. Особенно опасно с переходниками. Как они еще работали. Ну, думаю, полежат просто. Этот уже освоился. За ночь все высохнет. Все будет хорошо. Короче, я тут иду с своим хачапуриком и чаем. Поесть думал чуть попозже. А тут выхожу, тут такая хрень едет. Вот это да. Это Лады. Блин. Короче, город Ладейное поле. Какая баржа ездит. Охренеть. Ну ладно, я в принципе сейчас сесть буду, чисто пока она не уехала. Потому что уедет жалко будет. Вот тут пирс такой вот. Ух ты, можно гулять. Пойду гулять. Это я так приехал, так приехал. Ой, ну надо быстренько есть хачапурик. Дождик уже догнал меня. Ладейное поле. Как река называется, не знаю. Ладно, в следующий раз скажу. Прогуглил я название. Это река Свирь. И вот дождик, под который я все прятался, догнал. Но ничего страшного. Ну здесь, короче, классный вот этот вот сделан. Прям такой пляжный причал. Если бы его еще хотя бы покрасили, а то же сгниет быстро. И надеюсь, оно хотя бы пропитано хоть чем-то. Потому что его хватит только на пару лет в таком виде. Ну куда его сделали? Наверное, в прошлом году. Короче, дождевик — это самая универсальная одежда оказалась. Но, в принципе, сейчас не холодно, где-то около 14 градусов. Я хожу босичком. Вот так я гуляю по Свири. Главное не заболеть. Я с чаем, но этот чай пока остынет. Пройдет времени. Вот главное, взял с собой капюшон случайно к дождевику, а с собой вот его не взял. Поэтому сейчас хожу мокну. Свирь. Их, кстати, комаров, мошек нету. Они, по идее, тут вот в этом болотике должны были меня просто заедать. Но не сейчас. Пойду уже прогуляюсь вот так, похожу. Не, ну красиво сделано, что не говори. Прям мне нравится. Прям вообще класс. Прям так. Вот это мостик там. Это мостик, он тут-то. Охренеть. Охренеть. Ладно, сейчас с другого ракурса подойду. Посмотрим на мостик. Свирь. О, какой там мостик здоровущий. Опять я с масштабом играюсь. Вот. Не, ну классная идея. Но только она как-то эта дорожка сделана так. Вообще классно сделана. Но не облагорожено все вокруг.
Блин, какая громкая. Вот такая тут красота. Кстати, я уже севернее Петербурга. То есть здесь как бы белые ночи, назовем их так. То есть почти не темнеет уже. Ну пусть сейчас просто 9:30, пасмурно, но все равно светло. Свирь, ух ты, какая свирь. Течет из Онежского озера в Ладожское озеро. Интересно посмотреть на реку Онегу. Я ее ни разу не видел. Может, успею съездить. Да, тут прикольно. Какие-то предприятия были. Какие-то развалины. Так гуляешь. Ну, красиво. Интересная церквушечка такая. Видно, что недостроенная. Но интересно. Но эти штуки навигационные. То есть и вот. Едь не хочу. Там что-то интересное недостроенное. А это, я так понимаю, причал Ладейное поле. Даже не знаю, сюда хоть что-нибудь причаливает. В общем, вот дорога до причала и сделана. Вот такая тут красота. Ага, вот как она там сделана. Не, ну красиво. Только такое уже... Ого! А тут типа у нас раньше типа был деревянный причал. И вот его из бревен делали. Понятно. Бревна, камни. Типа сруб из бревен. Потом камней насыпано, чтобы крепкий берег был. О, судя по отметинам воды, то есть она где-то на метр еще выше поднимается. Может подниматься. Мост. Я через него не поеду. Потому что я поеду вдоль него. Вдоль Свири. На Онежское озеро с обратной стороны. Красота. Вот это корабль плывет. Элла называется. Здоровущий. Я не знаю, как он здесь влазит. Красота. Гуляю дальше по Ладейному полю. Интересно, тут дом есть, где, как говорится, это, не знаю, для думеров. Прям такая вот вывеска, все такое вытоптанное. Прикольно. Тут вообще заброшка, новостройка заброшенная. Тут что-то сделали. Тут типа 3 палатки. Там Дикси круглосуточный. Типа Еврооп, только Дикси. Вот такая красота. Ну вот мой отель. И уже конец дня. Отличный день. Были и дожди. Но я, конечно, это не снимал, потому что попадал под дождь. Там такого вообще настроения не было. Никакого. Останавливаться, снимать дождь. Ну вроде, может, и снимал. Уже не помню. Ну, блин, громкие тут чайки. Ну, в общем, такой он, отель Петровский. Ладейное поле с этой стороны. Вот такое вот. Красота. Все. Я в душ и спать. День 2 окончен.